Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Знаете ли вы свою новую половинку? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И давайте посмотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, что я вам скажу, мои любимые мальчишки. У вас есть сила. У вас есть сила как физическая, моральная, душевная, как угодно называйте. Но у вас есть у многих и магическая сила. Кто-то об этом знает, кто-то подозревает, кто-то уже даже, возможно, практикует и как бы собирает плоды от этого всего, да, может быть, вы лечите людей, может быть, вы как-то там, я не знаю, может быть, на Таро делаете расклады, то есть вы пытаетесь помогать, вы некоторые даже побаиваетесь своей силы, потому что очень часто сбывается либо то, что вы говорите, может быть, даже то, что вам снится. У вас очень часто бывают вещие сны. И как раз давайте сделаем маленький опрос. Напишите, ребят, только все пишите. Никто не сочкует, никто не балуется. Напишите, вот бывают у вас такие вещи, пророческие сны. Самые ленивые могут поставить плюсик, либо минус. Да, бывают пророческие сны, либо же нет. Вы человек, который много чего пережил в жизни, но как-то, знаете, есть такое выражение «своя ноша не тянет», да? Вот у вас все больше как-то было, сейчас мы уточним, все больше было проблем с женщинами. Но поскольку это была ваша любимая женщина, вы когда-то были, в общем-то, красивой парой, да? Сейчас даже как-то странно об этом вспоминать и больно, да? Странно, больно. Вы были красивой парой, и вот как-то вас не везет вот именно на женщин, вот те, вот какой-то, то ли это парадокс, то ли это, ну я не знаю, это как какое-то наказание, я не знаю даже, как это назвать, но вот те, кого вы любите по жизни, в ком вы растворяетесь, да, вот в женщинах, они почему-то вот по закону подлости, они делают вам больно. Есть такой момент? Напишите, ребят. Поэтому, знаете, вот вы очень долго терпите, вы очень долго тянете. Вот именно своя ноша не тянет, потому что вы любили этих людей, да, вы любили. У кого-то это даже не одна женщина, может быть, у вас 2-3 брака было, либо же несколько отношений. И почему-то вот те, к кому вы относитесь, ну так, пофигистически, да, может быть, у кого-то были легкие отношения, у кого-то, может быть, романы были. Кого вы особо так, ну, не замечаете, вот те за вами бегают, те готовы на все ради вас, да, те же, в кого вы вкладываетесь по жизни, наоборот, да, вот парадокс какой-то. А вам ведь важна отдача, вам ведь хочется по жизни вот какую-то взаимность иметь, да, вам безумно не хватает именно взаимности вот и на данный момент. Даже те, кто сейчас, допустим, в отношениях, да, поскольку это общий расклад, вот все равно вас не все устраивает в этих отношениях. Вот напишите, ребят, очень интересно всегда читать ваши истории, мы уже с вами как одна большая семья. Вот те, у кого сейчас есть отношения, напишите, чего вам не хватает. Может быть, нежности, может быть, заботы, тепла какого-то, понимания, поддержки, да. Это все составляющие того единого целого, что должно быть в семье, да, в нормальных отношениях. Вот напишите, чего вам не хватает от вашей женщины. Мы сейчас говорим не про бывшую. Бывшая это все, это пройденный этап. А вот те, кто сейчас либо в новых отношениях, либо же в старых отношениях, неважно. Вы человечек, который, знаете, вот вы для окружающих такое, как ясно солнышко. Вот вы такой, знаете, всегда можете развеселить, вы можете что-то интересное рассказать, с вами люди расслабляются. Вы интересный рассказчик, вы можете и утешить, и поддержать. Поэтому к вам очень часто тянутся люди, причем даже, может быть, люди совершенно незнакомые вам, да, это бывает где угодно. Может быть, в автобусе начинает попутчик вам что-то рассказывать, может быть, в очереди где-то там еще, я не знаю, может быть, очередь в больницу.
куда угодно. Вы такой вот полуночник, вы больше любите, ну, может быть, даже темное время ночи, да, вот подружка Луна, вот ночь, это ваша, да, вы сова, вы поздно ложитесь, вы можете, наоборот, как-то более продуктивно даже ночью работать, как будто открывается второе дыхание. Те, кто из вас занимается эзотерикой, да, конечно же, вы тем более очень тесно дружите и с ночью, и с Луной, да, потому что это такая магическая планета, да, это ну, такая покровительница даже некоторых знаков зодиака. Кто знает, ребят, давайте сделаем опрос. Это, в принципе, и моя покровительница Луна. Напишите, какой знак зодиака, у какого, вернее, знака зодиака Луна есть покровительница. Я думаю, вы должны это знать. Вы человек, который вот как-то связан с движением. Да, может быть, это работа связана с движением. Это могут, даже, знаете, в последнее время у вас как-то вот события могут очень быстро, кардинально меняться, вот ситуация меняться. И неважно в какой сфере, на работе, может быть, в личной жизни, вот как будто какая-то, знаете, полоса пошла, что очень такие кардинальные, может быть, решения вы принимаете, меняются события, с какими-то людьми вы можете прощаться, кто-то, наоборот, входит в вашу жизнь. И это может быть и в личной жизни, и по работе, как угодно. Это могут быть, допустим, с кем-то вы попрощались из друзей, но тут же вы обрели новых, понимаете? То есть очень быстро сменяются события в вашей жизни. Что еще мне о вас поведают? В принципе, у вас есть черты характера, которыми вы можете смело гордиться. У каждого, конечно же, это будут свои черты. Кто-то может внешностью гордиться, кто-то может отзывчивостью, добротой гордиться, да, то есть люди к вам тянутся, как я уже говорила, то есть у вас много таких положительных черт характера, которые привлекают все больше новых людей. Вы можете даже сами замечать, что, ну реально, чужой человек, а с вами общается, как будто вы, ну, 100 лет знакомы. Вы настолько располагаете к себе людей, вы настолько отзывчивы, вы настолько щедры во всех отношениях, что ну, некоторые порой диву даются, да, как можно вот быть таким человеком, успевать и тому, и тому, и тому помогать, да. Вы человек очень трудолюбивый, вы не боитесь никакой работы абсолютно. Единственное, что для того, чтобы вы полноценно впахивали, так скажем, для вас важна мотивация. Без мотивации, конечно, вы можете хандрить, вы можете иногда опускать руки, да, ну просто, ну для кого? Не хочется особо так суетиться, просто для себя. Вы человек, который, да, испытали много трудностей, но знаете, эти трудности вас, в принципе, закалили. Вы уже, в общем-то, не боитесь. И я вам скажу, что, ну, наверное, уже вас ничем не испугаешь. Вы настолько много трудностей пережили, вы столько перенесли в своей жизни, что ну, вас реально удивить или испугать чем-то очень важно, вернее, очень сложно. Точно так, как вас тяжело влюбить в себя. После того, что вот вы переживали с женщинами, вас тяжело влюбить. Но сегодня не об этом. Давайте теперь ближе к делу, ближе к телу посмотрим, знаете ли вы свою вторую половинку. Потому что, конечно же, здесь много холостяков, здесь много людей, которые могут быть в токсичных отношениях, да? А вы же помните, что мне же надо вас всех удачно переженить, чтобы вы все мальчишки у меня были счастливыми, любимыми и любящими. Итак, знаете ли вы свою половинку? Ух ты, видите, вам хочется такой любви, вот как эти два такие попугайчика-неразлучники, да, как их называют. Очень хочется вам иметь женщину вот именно по душе, по сердцу. Не просто для постели. Вот всегда вот у нас, как правило, выпадает в раскладах, что для вас важны именно серьезные отношения, семья, не романы. Да, у кого-то может быть понятно, что это общий расклад, может кому-то из вас и нужны романы. Но это очень маленький процент.
Я вам скажу, что, ну, конечно же, под конец расклада я расскажу, знаете вы эту женщину или нет, но какая это будет дама. Она будет, ну, приблизительно среднего возраста, может быть, даже блондинка. Она будет, ну, скорее стройная такая, она не толстушка будет, ну, такая, может быть, плюс-минус, ну, среднее телосложение, да. Она очень светлый, позитивный человечек. Вот в этом вы с ней будете точно сходиться. Вы оба несете свет людям. К вам обоим люди тянутся. У нее, возможно, недавно был тоже какой-то, ну, карьерный рост, что ли, да, вот как-то вот она такие перетрубации по своей работе получила, и очень так неплохо она поднялась по карьерной лестнице. Дама, которая, знаете, вот несмотря на то, что она уже не молоденькая девочка, да, не 20-летняя, но тем не менее есть какая-то доля такой наивности, доля мечтательности в ней. Она очень общительная, она такая, знаете, она может даже вот энергетически привлекать людей, потому что вот, ну, я думаю, вы сами замечали, да, вот даже просто где угодно, на работе, вот где-то в компании, добродушных, светлых людей, их всегда видно, они чувствуются. И неважно, какая фигура, да, там, внешность, вот именно какое-то такое, ну, сияние, да, какой-то свет, это какой-то, я не знаю, ну, блеск в глазах. Ну, это просто невозможно описать, это просто энергетически чувствуется. Ну и, конечно же, по выражению лица добряков всегда видно. И все это про эту женщину. Знаете, сейчас, подождите, немножечко подержу еще интригу. В ее жизни были тяжелые моменты. Она одинокая, у нее нет мужчин, но длительный период она, ну, то ли страдала, переживала, да, у нее были такие агрессивные, нехорошие отношения с ее мужчиной. Ну, то есть это мог быть какой-то диктатор, тиран, да, то есть он ее обижал. Здесь не она была виновница в том, что они разошлись. Какой-то период она, ну, очень так скептически относилась вообще и к мужчинам, и к отношениям. Ей как-то, ну, не очень верилось, что она наладит свою жизнь, потому что очень сильно ее обижали в ее прежних отношениях. Осадочек у нее был, ну, длительный период. Поэтому она старается, вот на данный момент, вот сейчас уже, она старается как-то поменьше думать, вспоминать, да, вот забыть это все как кошмарный сон. Так, давайте будем ближе теперь. Знаете вы ее или нет? Нет, знаете, это новая женщина в вашей жизни. Это будет совершенно новая дама. Но когда вы ее увидите, вы будете, ну вот реально как загипнотизированы. Это то, что я говорю. Помимо внешней привлекательности, да, там какой-то, я не знаю, может быть, даже фигура у нее довольно неплохая, кстати. Вы будете реально, ну, просто влюблены с первого взгляда. У нас падает карта дома. О чем это говорит? Что вы смело можете строить с этой женщиной семью. Но опять же, у нас, поскольку у нас на дне колоды выпадает, что вы не будете торопиться, несмотря на то, что вы влюбитесь, несмотря на то, что вы, ну, чуть ли с первого взгляда не будете там сражены стрелой Амура, да, все равно вы будете осторожничать. У нас две карты семьи выпадает. То есть это может быть как гражданский брак, это может быть, ну, действительно настоящий брак, да, роспись, это не просто встречание. С этой женщиной вы будете вместе обустраивать свой быт. Вам будет, знаете, даже вот по кайфу что-то делать вместе. Здесь не будет никакого соперничества. В вашем доме будет вот тепло, уютно и спокойно. Это то, чего вам многим сейчас не хватает.
всегда в любом доме видно, есть там женская рука или же нет, да, есть в доме хозяйка или же нет. Так вот, ваш дом будет во всех смыслах слова полная чаша. Вы будете как добытчик, да, вы будете, может быть, какую-то финансовую сторону покрывать, да, как мужчина, больше вкладываться, больше, может быть, в дом что-то покупать, может быть, ремонт делать, да, там, ну, в квартиру, неважно. А она будет вот создавать именно это тепло, уют и покой, да. Это будут отношения, когда вам будет хотеть, вы будете безумно хотеть возвращаться домой к этой женщине. Это будет состояние, когда вам будет хотеться возвращаться назад, домой, и наоборот, никуда не хочу уходить от тебя. Понимаете? Я думаю, сейчас у многих из вас будет, ну, просто либо же сердечко трепетать, либо же вот до мурашек, да, такая информация. Вот эти слова, что не хочу уходить от тебя, я думаю, вы будете все чаще и чаще это произносить. И это настолько такое потрясающее ощущение, да, что хочу к тебе, но не хочу от тебя. Я вам всем искренне желаю, чтобы поскорее вы нашли, встретили такую женщину и сказали: я не хочу тебя терять, и я не хочу от тебя уходить. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!